Карта городов Древней Руси. Где находилась Древняя Русь? Какие в нее входили города и веси? Как повлияло Батыево нашествие на развитие Древней Руси? Все это мы можем узнать из археологических раскопок и древних исторических источников. Для начала давайте посмотрим на города страны Гордореки. В дословном переводе с древнескандинавского языка оно звучит как «страна городов». Так наши соседи-скандинавы называли Древнюю Русь в своих географических сочинениях и сагах. В скальдических стихах IX-XII веков Русь называли своим самым ранним древнескандинавским наименованием Гардар. Также этим именем называли город Ладогу. В конце X века топоним Гардар имел распространение в древнескандинавском языке, но в XIII веке он практически вышел из употребления и был заменен более поздним образованием Гордореки, которое используется в наши дни. Древнейшее из скандинавских географических сочинений, получившее название «Описание Земли», содержится в нескольких рукописях, самое раннее из которых датируется временем около 1300 года и сообщает нам следующее. В восточной части Европы находятся Гордареки. Там есть Кеногард и Хольмгард, Палтеския и Смолеския. В другом, исландском географическом сочинении «Какие земли лежат в мире», содержащем самый полный перечень городов Древней Руси и включенном исландцем Хауком Эрлинсоном сборник древнеисландских произведений под названием «Книга Хаука», записано: «В том государстве есть часть, которая называется Руссия. Мы называем ее Гордареки. Там такие главные города: Моромар, Ростова, Сурдалар, Хольмгард, Сурнес, Гадар, Палтеския, Кеногард». Из всех древнескандинавских источников мы получаем следующий список городов Древней Руси или Гордареки: Альдергборг или Старая Ладога, Хольмгардер или Великий Новгород, Кёнигардер или Киев, Палтеския или Полоцк, Смолеския или Смоленск, Сурсдалар или Суздаль, Моромар или Муром, Ростова или Ростов. Некоторые города Гордореки не удалось опознать. Алаборг. Возможно, это городище на реке Сясь. Сырнес. Мельникова предполагает, что это одна из скандинавских форм для крупного археологического комплекса городища-селищ Гнездово на реке Свинец или Свинка, небольшого притока Днепра в Смоленской области. Гадар. Мельникова предполагает допустимым рассматривать пару слов «Сырнес-Гадар» как обозначение укрепленного поселения на мысу-реке Свинец. Денпансдадер. Вероятно, Днепровский город, который многие исследователи отождествляли с Киевом. Из самих древнерусских летописей нам также известен список русских городов, дальних и ближних, начинающийся обычно словами «А сей имена всем градам русским, дальним и ближним». В списке дается перечисление названий русских городов, иногда с краткими упоминаниями о наличии в них каменных стен и на какой реке они стоят. Всего в списке упомянуто 358 городов. А это сводная карта, которую составил по списку древнерусских городов и опубликовал историк-славист Михаил Николаевич Тихомиров в своей книге «Древнерусские города». Предположительно, сохранившиеся варианты списка восходят к тексту первой половины XIII века, так как содержит названия некоторых городов, не переживших Батыево нашествие. Далее давайте перейдем к археологии и обратим внимание на карту древнерусских городищ X-XIII веков из книги археолога и кандидата исторических наук Кузы Андрея Васильевича, где указаны все 1327 древнерусских поселений.
Чтобы понять силу влияния Батыева нашествия на Древнюю Русь, нужно сравнивать плотность и количество древнерусских городов в эту пору. Здесь мы видим карту древнерусские города и укрепленные поселения, разрушенные в середине, второй половине XIII века, из книги «Археология СССР. Древняя Русь. Город, замок, село». К середине XII века социальная иерархия поселения Руси предстает во всем своем многообразии. Ее возглавляют высокоразвитые столичные города, окруженные младшими городами-пригородами и порубежными городами-крепостями. Они организуют вокруг себя меньшие волости и погосты со своими центрами. Именно в XII – начале XIII веков втрое увеличивается число малых, площадью до 1 гектара, укрепленных поселений, большинство из которых, судя по археологическим данным, являлось феодальными усадьбами-замками. Это наглядное свидетельство успехов феодализации Руси и ее вступления в эпоху развитого феодализма. Однако после Батыева нашествия картина меняется. На этой карте древнерусские города и укрепленные поселения, разрушенные в середине второй половины XIII века, явно заметно сокращение плотности и количества древнерусских городов. Собранные в процессе археологических исследований древнерусских поселений материалы убедительно доказывают высокий уровень развития русских земель накануне нашествия орд Батыя. Страна находилась на подъеме. Ее экономика и культура достигли значительных свершений. В княжествах окрепли собственные центры, соперничавшие с Киевом. Сельское хозяйство базировалось на обширном фонде старопахотных земель. Ремесленники освоили свыше 100 различных специальностей. Их изделия пользовались спросом не только на внутреннем, но и на международных рынках. В это время создаются шедевры монументального и прикладного искусства, выдающиеся литературные произведения. Поэтому столь тяжелые последствия имел обрушившийся на Русь удар иноземных захватчиков и последующее жестокое господство ордынского ига. Больше 2/3 древнерусских городов были разрушены и сожжены завоевателями. Почти треть из них так и не смогли преодолеть последствия нашествия. Однако жестокий удар поразил не одни города. Было уничтожено большинство крепостей и волостных центров, множество погостов и феодальных замков. Лишь на 25% поселениях этого типа жизнь продолжалась в XIV веке. Следовательно, оказалась подорванной вся административно-территориальная система Руси. Массовая гибель феодальных усадеб-замков с одновременным сокращением числа рядовых поселений свидетельствует о тяжком уроне, понесенном сельским хозяйством, ведущей отраслью древнерусской экономики. Запустили оккультуренные земли, нарушились сложившиеся системы земледелия. Это обстоятельство, в не меньшей степени, чем гибель древнерусских городов, надолго затормозило развитие Руси. Потребовались столетия, чтобы возродить экономический базис русского государства.